Выносливость является основным требованием к спортсмену, желающему достижения значительных спортивных результатов. Существующие способы повышения выносливости имеют один существенный недостаток. Они дают выраженную положительную динамику не у всех. Правильнее сказать, только у небольшого количества спортсменов с исходно выдающимися физическими данными. Предлагаю рассмотреть метод, повышающий выносливость и работоспособность в разы. Работа мышц при физической нагрузке зависит не только от тренированности мышц, от их сокращения. Количество АТФ в мышечных клетках гораздо больше, она зависит от работы нервно-мышечной передачи. По сути, единственным способом, известным на сегодня, увеличить импульсацию нервов, является медикаментозный. Мало того, что этот способ является неэтичным, он еще обладает токсичным действием на организм. Поэтому я предлагаю комплекс для улучшения работы нервной системы и, как следствие, повышения выносливости. По нервным волокнам не проходят образы или звуки, по ним протекает электрический ток, который принято называть нервными импульсами. Наша нервная система является своего рода электрическим прибором, для работы которого требуется огромное количество электрической энергии. Чем больше энергообмен в нервной системе, тем больше процессов способна она производить в единицу времени, тем более энергичным и работоспособным мы себя чувствуем. Единственным генератором электрического тока являются рецепторы. Они способны преобразовывать в электрический сигнал все виды энергии, окружающие их. Источники энергии можно разделить на два вида. Энергия окружающего мира, энергия Солнца, Земли, воды, воздуха и энергия изменения физического и химического состояния нашего организма. Выраженные изменения в состоянии нашего организма мы воспринимаем как физический дискомфорт, как боль. Таким образом, для работы нервной системы существует только два источника – окружающий мир и боль, пряник и кнут. Деление рецепторов на внешние и внутренние в какой-то мере условно. Одни и те же рецепторы способны реагировать и на те, и на другие раздражители. Коэффициент полезного действия источников энергии очень сильно различается. Энергию внешнего мира мы просто получаем, тратя свою энергию только на транспортировку. Для создания изменений физико-химического состояния нашего организма мы должны приложить энергию. Воспользоваться аккумулятором можно только предварительно зарядив его. Поэтому использование дискомфорта, боли в виде источника энергии для нервной системы всегда заканчивается истощением, опустошением, дефицитом электроэнергии в нервной системе. Исходно преимущественно используется внешняя энергия. В результате перенесенных заболеваний, травм происходит увеличение количества нервных волокон, участвующих в проведении электрического тока в центральную нервную систему. Это ведет к увеличению электрического сопротивления, а значит уменьшению электрического потока в мозг. С целью компенсации к работе подключаются рецепторы, реагирующие на физический дискомфорт. Дефицит энергии начинает увеличиваться, как снежный ком. Как все это выглядит клинически? Каждый раз, когда мы испытываем боль, происходит кратковременный выброс энергии. Увеличение работоспособности, но очень быстро это переходит в усталость, опустошение. Работоспособность снижается. Этот переход может занимать от нескольких секунд до нескольких часов. Теперь вернемся к прикладному значению вышесказанного. Каким образом можно увеличить выносливость и работоспособность спортсмена? Сначала давайте оговорим терминологию. Усталость – это состояние, обусловленное дефицитом АТФ в мышцах, энергии в мышцах. Утомление – это состояние вызывается дефицитом электроэнергии в нервной ткани. Вы можете использовать другие термины. Я просто хочу разделить эти два вида дефицита энергии, чтобы не было путаницы. При усталости человек продолжает ощущать бодрость и желание продолжать деятельность. При утомлении нет желания ни действовать, ни мыслить. Происходит истощение, выгорание. Учитывая физическую подготовленность спортсменов, получить дефицит АТФ им очень сложно. То состояние, которое они испытывают после интенсивной тренировки, это утомление. Как его профилактировать? Внимательно смотрите за собой или за спортсменом, если вы тренер. Как только вы заметите появление мышечной боли, зажатости мышц, включился дискомфорт, как источник энергии, настроение резко ухудшается. Почему мы говорим о настроении? Эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в центральную нервную систему. Чем больше тока поступает, тем мы счастливее и энергичнее. При выраженном дефиците энергии наступает апатия. Весь остальной спектр эмоций находится вот между этими величинами. Поэтому настроение спортсмена является хорошим диагностическим критерием.
Для того, чтобы профилактировать наступление утомления, нужно подобрать упражнения таким образом, чтобы они не вызывали дискомфорта у данного конкретного спортсмена. Важно заметить, что болезненные мышечные уплотнения далеко не всегда возникают в мышцах, участвующих в движении. Так, при работе с мышцами предплечья боль может возникать в шее и тому подобное. Сложно поверить в то, что боль в другой части тела вызывает выраженное утомление. Каждый из вас может проверить это на себе. Во время тренировки, как только появляется боль в любой части тела, появляется желание прекратить тренировку. Продолжение работы волевым усилием ведет только к нарастающему дефициту энергии. Если упростить сказанное, то во время тренировки вы должны делать только те упражнения, которые приносят вам удовольствие. Вы должны исключить те движения, которые доставляют вам дискомфорт. Единственной мотивацией для тренировки должно быть получение максимального удовольствия от физической активности, от самой тренировки. Все остальные психологические установки, мотивации входят в противоречие с возникающим у вас дефицитом энергии. Поэтому их действие кратковременно. Этот совет подходит для людей, занимающихся спортом для своего удовольствия, а не для профессиональных спортсменов, для которых требуется прорабатывать все группы мышц. Для них можно использовать метод аппаратной психотерапии, аудиокатарсис. Этот физиотерапевтический метод исходно создавался для увеличения проводимости нервных путей за счет уменьшения их электрического сопротивления. Как следствие, поток электроэнергии в мозг увеличивается. Боль, как источник альтернативной энергии, становится ненужной. Проводится сеанс аппаратной психотерапии во время тренировки следующим образом. Спортсмен надевает наушники и проводит тренировку. Все остальное аппаратная психотерапия делает сама. Согласно проведенным пилотным исследованиям, уже через 5-7 тренировок спортсмен замечает нарастание спортивных результатов. Положительный эффект продолжается до тех пор, пока не будут убраны все возникающие во время тренировки болезненные мышечные уплотнения. Это может занимать от 6 до 24 месяцев. Все это время будет увеличиваться работоспособность и выносливость спортсмена. Для того, чтобы вы составили свое мнение о методе, первые 5 суток после регистрации на сайте вам даются бесплатно. Пройдете вы за это время 1 час или 100 часов, решайте только вы. После этого вы делаете выбор: проводить сеансы аппаратной психотерапии аудиокатарсис или искать свой путь к счастью, выносливости. Я просто хочу, чтобы вы были счастливы и энергичны большую часть своей жизни. А как? Решать вам. Хочу предупредить еще об одном неприятном моменте. Я уже говорил, что наши эмоции – это величины на графике. Если вы находитесь в глубокой апатии, то пройти путь до радости вы не сможете, не побывав в страхе, беспокойстве, тревоге, гневе, ярости. Вам будет казаться, что вам стало хуже. Ведь вы просто были апатичны, стали испытывать страх, тревожность. На самом деле, я уже объяснил вначале, что это положительная динамика. При том, что вы стали испытывать ярко выраженные негативные эмоции. Не нужно хвататься за транквилизаторы или антидепрессанты. Они только удлинят вашу терапию. Путь до счастья у разных людей может отличаться скоростью прохождения негативных эмоций, но не направлением этого движения. Проводите сеансы аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Верните в свою жизнь счастье, энергичность, работоспособность, выносливость. Будьте здоровы и счастливы.